Привет! Привет, неугомонные рыцари аудиополей! В сегодняшней битве за аудиоурожай я сравню два мини-монитора от Edifier, это модель MR4 и MR3. Вопреки моим прогнозам, эти две модели вызвали большой интерес у людей, у любителей аудио. Я вынужден принести свои извинения, скорее всего это будет уместно, в том, что подверг сомнению название мониторы по отношению к этим колонкам. Прошу этого извинения по той причине, что мониторы как устройство контроля, в частности отображения, вот это и колонки это мониторы отображения звуковой палитры, могут иметь разные назначения, и название мониторы вовсе не значит, что на них непременно нужно сводить серьезные аудиокомпозиции в студийных условиях или даже делать мастеринг. Нет, мониторы, контроль, аудиоконтроль нужен также для задач другого рода, не менее, допустим, грандиозных. Это может быть редактирование видео, редакторская работа колоссальная, которая, собственно, определяет успех того или иного проекта. Для этого всего нужны какие-то колонки, и вот один из вариантов – это вот эти представленные мини-мониторы, которые полностью функционально способны это сделать. С таким же успехом можно использовать наушники, но это не всем удобно, и потом несколько человек в студии, обсуждая какой-то проект, конечно, должны слышать это все вместе. Поэтому и регулятор громкости, в отличие от студийных мониторов, в этих колонках нужен, чтобы порой приглушить звук, и регуляторы некого тонального баланса для того, чтобы убрать ненужный диапазон частот, который никак не отразится на последующей работе в материале. То есть они имеют право жить, эти мониторы, да. Я так просто изначально скептически к ним отнесся, потому что, как в прошлом студийный человек, слово мониторы, аудиомониторы, для меня это совершенно другое изделие с другим назначением и совершенно другого качества. Нет, я не хочу охаять качество Edifier, как раз благодаря оборудованию Klipper. Они создают поистине оптимальные акустические системы, невзирая на копеечный бюджет. То есть эти мониторы перед вами MR3 и MR4. Если бы тут не было надписи, я бы, пожалуй, и не угадал, кто из них кто. То эти мониторы имеют цену меньше метра аудиокабеля. Это очень недорого, но по функционалу они имеют, в частности, балансные входы, то есть могут быть подключены к балансному пульту, не знаю, звуковой, пускай, карте, и использоваться по указанному мною выше назначению. То есть у них на сайте, собственно говоря, меня натолкнула на эту мысль, что у них на сайте таки написано, это мониторы для работы с видео, То есть все правильно. Для домашнего прослушивания, вот тут я не очень хорошо понял, причем тут монитор. Хотя, опять, домашнее прослушивание, допустим, фильма, дикторского, допустим, какого-то драматического текста не должно быть по высочайшему качеству аудио, оно должно быть невероятно разборчиво, детально и нейтрально. Вот это слово как раз относится к этим мониторам, как к любым другим мониторам. В отличие от ненавидимого слова Hi-Fi, мониторы предполагают нейтральное, неяркое звучание. Я уже 100 раз об этом говорил, но все-таки еще раз повторю, потому что если бы мониторы имели яркое звучание, то материал, который сведен звукооператором на таком контроле, был бы плоский. Вот и все. Поэтому мониторы должны быть невероятно нейтральные. Поэтому и регуляторы тембра, баланса, которые там есть, которые, например, вот в этой модели MR3, так там действительно развитая система управления этими кривыми тонального баланса, они регулируются в небольших пределах. Плюс-минус 6 дБ, порой плюс-минус 3, даже плюс-минус 1 дБ. Это тоже нужен для того, чтобы компенсировать нечто, что мешает достичь наиболее нейтрального уровня звучания.
Извините, что я так долго такую преамбулу ввожу. Ну, просто обзоры этих мониторов мною представлены, соответственно, в видеообзоре MR4 и впоследствии в видеообзоре MR3. И люди, которые выбирают между, допустим, этими моделями, могут зайти, посмотреть то, что я там рассказывал. Я считаю, что рассказывал детально, хотя других людей это раздражает, мол, я читаю с спецификацией просто. Но читать спецификацию тоже нужно уметь, между прочим. Я просто обращаю ваше внимание на те детали спецификации, которые могли бы вам помочь в выборе, в понимании устройства, в первую очередь, и конечного результата работы этих систем. Поэтому я продолжаю читать эти спецификации, комментируя своеобразно для людей, которые этим интересуются достаточно глубоко, чтобы слушать эти мои все изъяснения. Итак, сперва вышла модель MR4, потом вышла модель MR3. Сейчас, говорят, вышла модель MR5, которой еще нет на сайте Edifier, но, однако, люди уже спрашивают, когда я сделаю обзор на этот MR5. Вот это я бы хотел вынести за скобки. Если вы найдете у меня на канале видеообзор неправильной колонки под названием Lunch, то вы продвинетесь в понимании модели MR5. Которая вышла спустя 15 лет после той модели, о которой там речь идет. Она действительно неправильная. У эдиков, скорее всего, MR5 получились более правильно, но суть абсолютно схвачена та. Ну, собственно, это отражается на ее цене, что-то типа $1200, в отличие от вот этих $100, или сколько они там стоят, я не помню. Вот, ну, то есть это другой ценовой категории модель, поэтому я не думаю, что это и то интересует одних и тех же людей. Скорее всего, это интересует разных людей и для разного назначения. Да. Но опять же, пока я не готов комментировать, что там будет, это не мое дело. Сегодня мы говорим с вами о выборе между из этих двух моделей. Итак, MR4, первая, которая появилась на рынке, под названием мини-мониторы. Чем она сразу привлекла внимание и что функционально я бы готов был отметить от мониторов в этой крохотной модели. Прежде всего, это отсутствие ненужных в студии интерфейсов, цифровых, Bluetooth и прочих изысков, и наличие некого балансных входов с TRS разъемом. Мощность у них 21 Вт на канал, частотный диапазон заявлен как 60 Гц-20 кГц. Дисторшн вполне правдивый, какой-то резонный, менее 0,2%. Использованы динамики, вот это важно, 1-дюймовый купольный твиттер и 4-дюймовый мидбас. Размеры колонок перед вами, но я бы подчеркнул размер 228 мм как максимальный, то есть это очевидно высота, вес 4,5 кг, это немного, две колонки, что говорит о том, что там используется, и усилитель класса D, разумеется, и импульсный блок питания. Самое главное, что я бы отметил в этих колонках, что они не имеют биампинга. То есть биампинг имеют уже самые паршивые мониторы, которые выпускаются фирмами, которые специализируются на профессиональной технике. Эти мониторчики выполнены без и, в общем-то, по делу. Потому что, во-первых, это сэкономило вам кучу денег. То есть это отразилось на цене retail прайс этой модели. А во-вторых, оно особо не добавит в таком начальном, скажем так, формате. И еще раз повторю, эти мониторы не для тонких аудиоработ. Поэтому, итак, запомнили, да, 2 по 21 Вт, 60 Гц, 20 кГц, 4 дюйма, 1 дюйм и 228 мм в высоту. Теперь давайте рассмотрим спецификацию MR3, которая вышла чуть ли не год или более после первой этой модели. Она выполнена на 3,5-дюймовом мидбасовом динамике и 1-дюймовом тоже шелковом купольном твиттере. Рабочий диапазон частот заявлен как 52 Гц.
40 кГц. Я не знаю, откуда взялась цифра 40, но 52 Гц, очевидно, сделано с помощью другого совершенно динамика, с другим тюнингом резонатора. И вот они расширили таким образом полосу вниз. Чтобы вас не вводило в заблуждение небольшая разница между 60 Гц и 52 Гц, то есть это не то чтобы не октава, это вообще интервал такой, скажем, совсем крохотный. Но на самом деле это достаточно сложный тюнинг, ну в смысле это сильно отражается на общей чувствительности динамика при прочих равных условиях, а в случае еще и уменьшения калибра этого басового динамика, то это вообще, скажем, другая история, скажем так. 92 дБ с половиной заявлено с 1 метра как sound pressure максимальное, то есть звуковое максимальное давление, это достаточно важно. То есть надо полагать, что чтобы люди не ожидали большего от этих мини-мониторов в плане громкости при нормально работающем балансе, то есть я надеюсь там есть система DRS, то есть ухода от искажения от перегрузки, и чтобы люди, короче, задача не приобрести ненужную вам вещь, если она заведомо не может справиться с вашими задачами. Ну, то есть, если у вас задача озвучить, ну, достаточно плотно и громко какое-то пространство, учитывая, что громкость падает с удвоением расстояния на 6 дБ, то желательно выбирать очень тонко и желательно с запасом. То есть, как автомобиль не должен ездить на максимуме спидометра, так и колонки не должны работать на максимуме регулятора громкости. Люди иногда пишут о каких-то проблемах с колонками, и их легко объяснить тем, что они ввалили здесь, ввалили на источники сигнала, и на максимум, на форсированном режиме используют технику, которая на это, в общем-то, не рассчитана. Любые колонки, как и автомобиль, кстати, должны иметь запас по прочности, запас по мощности, в частности, по уровню выходного сигнала. И даже не в том дело, что колонки от этого могут сгореть, вовсе нет. Вот тут как раз должна быть система DRS, которая предупредит, как бы, там и температурная защита и так далее у современных чипов есть, но при этом возрастут искажения, исказится, скорее всего, баланс. Если кто-то более тонко хочет об этом узнать, то я в каких-то видео рассказывал о BL по отношению к displacement, к движению диффузора. То есть в нейтральном положении диффузора, когда динамик молчит, стоит, BL максимальная, та, которая заявлена в параметрах телесмола динамика. Стоит подать какой-то сигнал, диффузор пойдет вперед или назад, BL тут же изменится. Причем фатально изменится чуть ли не в 2 раза. То есть все параметры, которые мы закладывали в проект, на которые мы рассчитывали, моментально херятся, моментально уходят куда-то в степь. То есть вообще не в тему он работает. То есть в лучшем случае, в таком вот разрезе, динамик можно эксплуатировать на трети заявленной мощности, потому что даже на половине мощности его параметры уже заметно будут отличаться. Я не знаю, зачем я полез в такую глубь, но если мы говорим о мониторах, о студийной как бы технике, то есть люди, которые слушают вот это вот видео, смотрят, они более трепетно, чем остальной обыватель относятся к этой теме. И, возможно, вам стоит что-то знать или почитать, допустим. Я, может быть, натолкну вас на эту мысль. На сайте компании Клипель, которой я имел честь принадлежать в прежние годы, очень много материала на эту тему. Это самая крутая в мире фирма по анализу звука, и там наиболее четко расписана математика этих процессов, указаны все графики и так далее. Также вот этому графику BL по отношению к displacement уделил внимание в обзоре выставки в Мюнхене в этом 25-м году, там, где увидел Картизан, да, Картизан называется фирма французская, которая, ну, якобы, ну, показала революционные графики, скажем. Там, где динамик можно использовать, ну, на 2/3 буквально при линейной BL. Ну, это чудесно, конечно, но пока отдает фантастика, но тем не менее. Вот, что еще? Да, габариты. Помните там цифру габаритов, которая была, которую мы с вами запомнили?
Еще раз, здесь было 228, здесь 220. То есть мониторчики с MR3 с 3,5 дюймовым динамиком всего на 8 миллиметров ниже, чем те. То есть эти чуть пониже, эти чуть повыше, например, на одинакового размера. Вот это вот 4 дюйма, вот это вот 3,5 дюйма, вот это вот 1-дюймовая твиттера, нагруженная на акустическую линзу. Правда, она совершенно иначе выглядит. Здесь и здесь. Здесь типа вогнутая, здесь типа выпуклая. Это очень интересно, но это действительно тонкая инженерная работа, и я целиком доверяю Edifier инженерам, которые понимают, что они делают и зачем. Также в MR3, в отличие от MR4, ввели Bluetooth. Это плохо в моем представлении бьется с терминологией мониторы. Но, значит, так. Причем Bluetooth какой-то продвинутый, версии 5.4. Я надеюсь, это очень хорошо. Однако кодек поддерживается только SBC. Ну, хорошо. И вес 3,85, что, в общем-то, не мудрено, потому что у тех был вес 4,5, они чуть больше, эти чуть меньше. Вот такая вот, дорогие друзья, история. Теперь я предлагаю посмотреть кривые импеданса для того, чтобы получить представление о настройке резонатора этой системы. То есть вот это перед нами MR3. Вот такую вот характеристику имеет. MR4 имеет вот такую. Давайте их сложим, чтобы посмотреть, как они, чем они отличаются друг от друга. Ну, друзья мои, скажу я вам, не знаю. MR3, ну, типа чуть-чуть глубже, но это нельзя назвать. Хотя, между прочим, вот это легко объясняет разницу между 60 Гц настройки вот этой системы и 50, сколько-то там, 2, вот этой системы. Вот та самая вот небольшая разница. Этот резонатор настроен грубо там на 65 Гц, а этот грубо на 71 Гц. Вот примерно так. И, соответственно, завалы в уровень минус 3 дБ идут вот на частотах, которые именно указаны были там. То есть все невероятно корректно указано. Ну и пассивный разделительный фильтр как раз хорошо отображен вот в этой кривульке. То есть он, очевидно, выполнен там почти одинаково. Такие дела. Дорогие друзья, теперь давайте я вам дам послушать, как это все звучит. Ну и пишите ваши замечания на эту тему. Да, писалось все в разных помещениях. Да. MR4 я писал в лаборатории Клипеля, в обычной комнате, которая там служит для исследования аудио. То есть не заглушенная, к сожалению, совершенно. Потому что аппаратура Клипеля настроена на полнейшую компенсацию любых нежелательных призвуков. А вторую я писал у себя дома здесь, вот в этих условиях. Но, как люди часто пишут, надо в одних условиях испытывать все. Да, надо. Но вы, например, отличите, допустим, из коридора голос Васи от голоса Феди. Ну, условно, да? Отличите. Вот. А я отличаю звуки колонок, где бы из коридора, с улицы, там, откуда угодно. И рассчитываю на адекватную вашу реакцию. То есть характерные некие черты звучания все-таки присущи колонкам в любых условиях, как бы они ни были установлены. Но при этом материал, с помощью которого я это все буду вам демонстрировать, он взят из бесплатной библиотеки YouTube в формате MP3. Поэтому особо разносолов там и быть не должно. Там должны быть лишь базовые какие-то вещи, которые могут охарактеризовать строение этих систем и результаты их изучения. За всем пока, дорогие друзья. Хорошего прослушивания. Auf Wiedersehen.